В наши дни на Ямале, как и тысячи лет назад, продолжают заниматься оленеводством ненцы-кочевники. На мужчине здесь лежит большая ответственность за все стадо, а вот организацией быта полностью занимается женщина. Она в прямом смысле хранительница очага. Женщины устанавливают чум, готовят еду, воспитывают детей, вручную шьют одежду и делают еще 1000 разных дел. Местные говорят, без женщины кочевнику тяжело. Как в современных условиях оленеводы выбирают себе невест? Какие качества важны для будущей жены кочевника? Кто такая чумработница? И почему важна не только невеста, но и весь ее род? Сегодня в нашем видео мы расскажем подробнее о том, кто и как становится женой оленевода-кочевника. Друзья, перед началом просмотра обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере и не только. Природные красоты Ямала, жизнь и быт кочевников-оленеводов, а еще удивительные и порой невообразимые факты о нашем с вами доме – планете Земля. Подписывайтесь на канал Ямал Медиа. Мы начинаем! В России проживает самое большое число кочующих оленеводов. Это связано с тем, что только в нашей стране есть такое большое пространство и кормовая база для оленей. На одном только Ямале кочуют порядка 13 тысяч человек. Это представители коренных народов Севера, ханты и ненцы. Пока мужчины занимаются стадом, кто-то должен позаботиться о самих мужчинах. Испокон веков эту роль брала на себя женщина, поэтому к выбору невесты относились со всей ответственностью. Так найти будущую жену могли родители. Например, если у пары друзей рождались дети, у одного мальчик, у другого девочка. Тогда родители могли заранее договориться, что через 18 лет эти дети поженятся. Такой договор назывался нгопт-сярвха. Кроме того, отец мог одновременно отдать своего сына в чужую семью, ту, где подрастала невеста. Мальчик должен был показать себя с наилучшей стороны – караулить оленей, ремонтировать нарты и делать тяжелую мужскую работу. Если парень справлялся, то отец невесты мог со спокойной душой выдать за него свою дочь. Иногда свадьбе предшествовал не один год сватовства. В это время проводили переговоры о размере выкупа за молодую жену, готовили приданое и тщательно выясняли степень родства жениха и невесты. Изучали весь род до 5-7 колена, чтобы избежать кровосмешения. В наши дни все происходит несколько проще. Обычно знакомятся в интернете, несколько месяцев общаются, а первые встречи происходят на фестивалях и праздниках, куда съезжаются оленеводы со всей тундры. Недавно команда ученых из России, Канады, Финляндии и Швеции закончила исследование, в котором изучалась жизнь женщин в семьях оленеводов. По словам ученых, сейчас жениться оленеводу сложно, как никогда. У девушек появилась возможность получить образование, найти работу в поселке или в городе и сделать выбор в пользу оседлой, а не кочевой жизни. Жизнь в тундре стала ассоциироваться с тяжелым женским трудом. И это на самом деле так. Молодой жене предстоит в любую погоду самостоятельно ставить и собирать чум, выделывать шкуры оленей, шить из них одежду и обувь на всю семью. В 2017 году в реестре российских профессий даже появилась новая специальность – чум-работница. Это и есть жена оленевода. В советские годы женщин оформляли в совхозах как оленеводов 3-го разряда, а с января 2018-го у хозяек чума появилась надпись в трудовой книжке «Чумработница 3-го разряда». За свой труд жены оленеводов получают небольшую зарплату. Эти деньги совсем не лишние, когда в семье подрастают 4-5 детей. Рабочий день чумработницы начинается около 6 утра и заканчивается около полуночи. Весь он расписан поминутно. Утром нужно нагреть остывший за ночь чум, растопить воду и приготовить завтрак на всех. Только после этого просыпаются остальные обитатели чума. Накормив всех, женщина должна помыть посуду, приготовить обед и уделить время детям. После обеда наступает время отдыха. Он у чумработницы особенный. В это время хозяйка чума занимается выделкой шкур и пошивом одежды. По словам самих жительниц тундры, женщина для мужчины – это вода, еда, дрова и теплая одежда. Там, где большую часть года стоит минусовая температура, без такой заботы не прожить. Косметикой жены оленеводов практически не пользуются. В косметичках у современных тундровичек только ножницы и жирный крем. От морозов кожа лица и рук постоянно обветривается и трескается. Как тогда украшают себя ненецкие женщины? Красоту девушки определяют по красоте ягушки, женской шубы из оленьего меха.
На одно такое изделие уходит около 5 шкур. Ягушку украшают орнаментом из кожи и полосками яркой ткани, чаще всего желтого и красного цвета, как символа огня, солнца и самой жизни. В комплект женской одежды помимо ягушки входит яркий платок, который не снимают даже в чуме, и зимняя обувь пимы. Они также шьются из оленьих шкур. На женских пимах узор расположен низко, почти у мыска, и он всегда имеет особое значение. Так, длинная полоска обозначает линию жизни, а остальные полоски ткани и меха указывают на запреты. Нельзя воровать, убивать и обижать слабых. Чем мудренее расшита одежда, тем большее восхищение вызывает мастерица. Умение хорошо шить необходимо. Это повод для гордости как самой девушки, так и ее матери. По одежде определяют, насколько благополучна семья, а женщина, которая не умеет шить, считается лентяйкой и плохой женой. В наши дни, как и раньше, немцы не поддаются веяниям моды с большой земли, а носят традиционную одежду. Никакие современные материалы не заменят удобные теплые малицы из оленьего меха. Пока национальная одежда остается единственно подходящей для кочевой жизни в тундре. Именно поэтому она не стала достоянием музеев, бабушкиных сундуков и фольклорных ансамблей, а продолжает свое развитие. Как мы уже говорили, в тундре мужчине тяжело прожить без женщины. Что же делать тем, кто остался без невесты? Нередко холостые оленеводы объединяются в небольшую бригаду. Вместо чума они используют маленькие дома на полозьях, а едят то, что можно было быстро приготовить. Кроме того, есть так называемый метод женской вахты. В таком случае объединяются несколько семей. Мужчины кочуют, а женщины живут в населенных пунктах и по очереди дежурят в тундре. Заботятся о том, чтобы у мужей был кров над головой и полноценное питание. Именно женщина является хранительницей традиционного быта оленеводов-кочевников. Она своим примером готовит детей ко взрослой жизни, учит рукоделию, передает умение ставить чум и вообще организовывать семейный быт в непростых условиях. Сегодня женщины могут сами выбирать свой путь. У них появилось больше возможностей, и они больше не обязаны всю жизнь кочевать по тундре. Благодаря этому многие молодые ненки могут выбирать оседлый образ жизни, а стать настоящей хозяйкой чума – это поступок, который заслуживает восхищения и уважения. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.